Привет, 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 песеры, с вами Морж, да-да, я возвращаюсь, надеюсь, вы успели соскучиться, и этот ролик я обещал, в принципе, достаточно давно, но как-то вот с ним немножечко подзатянул. Хочу сразу сказать огромное спасибо, ребят, за то, что вчера поддержали женский обзор, девочки, очень приятно. На каких-то конференциях она, конечно же, выступала, но на данный момент ролик там больше 6000 уже собрал, на 6000-ную аудиторию это у нее первый опыт. Так что, скажем так, на ваших глазах она лишилась медийной девственности, и я думаю, получилось все достаточно неплохо. Спасибо, что поддержали, спасибо за теплые комментарии, всем ня. Ну, а мы поговорим с вами про метовых футболистов в 22-й части, которые будут помогать нам в нападении. Ждем, конечно же, мы все обновления на мобильных устройствах, и пока сейчас еще мы можем играть, пока еще мы можем открывать паки, я хочу вам показать футболистов, которых стоит иметь в своем составе в 22-й части, они вам очень сильно пригодятся. Пользуюсь я сайтом eFootball Hub, ссылку на него я оставлю в закрепленном комментарии, если хочешь узнавать новости первым, ссылка на мой телеграм в описании. Короче, все по классике, вся вот эта вот ютуберская фигня. Начнем мы, конечно же, с Педри, молодой талант из Барселоны, 19 лет ему, 96 тысяч он стоит в игре, цена абсолютно небольшая, сейчас его можно вообще тоже взять без особых проблем. Мою раскачку вы видите вот здесь, слева 2 стата, естественно, я оставляю на сыгранность, и держим в голове, что сыгранность даст еще плюс 3 к общему рейтингу ему. Чем хорош Педри? Это отличный распасовщик, с хорошим балансом, с великолепной выносливостью, с классной физической формой, с классной и слабой ногой. Но, к сожалению, в реализацию его раскачать нормально не получится. Реализация 62, вы видите, это именно человек-пас. Но при этом хочу сказать, что действительно я бы ставил его, во-первых, на позицию атакующего полузащитника, стиль там его будет работать, также он может быть центральным полузащитником, левым нападающим и левым полузащитником. Рейтинг терять не будет. Так вот, хочу сказать, что атакующие полузащитники как-то в 22-й части, вот они, ну, по крайней мере у меня, возможно, это от моего стиля игры зависит, особо, в общем-то, в реализацию никогда и не пытаются. То есть мне хватает нападающих, и нападающие решают моменты. А вот в подыгрыш все замечательно. Поэтому я максимально вам советую Педри. Ну, прокачка мою вы видите, сами вы можете прокачать его по-другому. Я его вкачивал именно в пас. Ну и скорость ускорения в любом случае это, конечно же, пригодится. Баланс просто потрясающий, на микродриблинге можно творить чудеса. Следующий у нас Заньола, вот это вот немножко противоположность Педри. Я думаю, каждый из вас знал, что этого человека, естественно, я включу в свой список. Может он сыграть правого нападающего, атакующего полузащитника и центрального полузащитника. К сожалению, физическая форма у него похуже, чем у Педри, как и слабая нога, но этот парень хорошо вкачивается, смотрите, и скорость и ускорение на достойном уровне, сила удара на достойном уровне, при этом пас присутствует, реализация 76, умение атаковать 78. Этот человек более универсален, конечно же, более универсален, то есть он может и отдать, он может и завершить. Не так хорошо завершить, как центральный нападающий, не так хорошо отдать, как Педри, тем не менее, Заньола у нас рабочая лошадка, 70 тысяч он всего лишь стоит, вот, поэтому я считаю, что к нему стоит, ребят, присмотреться. Цена небольшая, и много удовольствия в игре он вам будет доставлять. При этом, конечно же, Заньола это 190 сантиметров, хороший набор навыков, в общем, у него с этим все хорошо. Идем дальше, конечно же, куда без нашего великолепного бурята. Такая себе шутка, сам понимаю, но это у нас Сон Хен Мин. Кстати, в игре его существует у нас 2 карточки в 22-й части, одна от Кореи, другая от Тоттенхэма. Я советую брать от Тоттенхэма, потому что та, которая от Кореи, у нее почему-то не меняются, собственно, физическая форма, вот эти буковки. Хрен его знает, зачем 2 карточки, почему не меняется, понятия не имею, тут у Konami надо спрашивать. Чем хорош Сон? Во-первых, дичайшая универсальность, он может быть левым полузащитником, левым нападающим, оттянутым форвардом, центральным нападающим и правым нападающим. И рейтинг нигде он терять не будет. От сыгранности у него еще будет плюс 3, то есть 95. При этом охрененное умение атаковать 89, охрененная реализация 88, подкрутка присутствует, великолепная скорость и ускорение, баланс 85, выносливость 88. Плюс действительно вот настолько он универсален. Да, 300 тысяч стоит, тут, конечно, ничего не попишешь. Слабая нога вполне неплохая. Физическая форма 2 это хорошо для 22 части. Физическая форма 2 это реально хорошо для 22 части. В 22 части это называется стабильная физическая форма. Чтобы вы понимали, даже если он на буковке С, при стабильной физической форме плохих стрелок вы практически ловить им не будете. При этом пас отдать может, дриблинг присутствует, завершить может. Сон реально must have в любой состав. Он закрывает любую дырку в нападении.
Ну и, собственно, я просто кайфую, когда я им играю. Идем дальше. Мане, представитель Ливерпуля, тоже 300 тысяч он у нас стоит. Великолепно выкачивается в скорость, ускорение и умение атаковать. При очень даже неплохой реализации. К сожалению, пас это не про Мане, в распасовщика его выкачивать не стоит. Это именно завершитель. Это завершитель, который будет у вас играть на позиции левого нападающего и, кстати, правого нападающего. Тоже рейтинг не будет терять. Держим в голове плюс 3 от сыгранности. 2 стата, как обычно, на это все дело оставляем. Что у него хорошо? Баланс, выносливость. В принципе, все путем. Действительно, в 22-й части очень легко на микродриблинге проходить защиту противника, и Мане здесь хорош. Берите его именно как завершителя, я уверен, он вас не разочарует. Что плохо? Ну, это обычная слабая нога 2-2 и физическая форма 1, а не 2. То есть нестабильная, как у предыдущего нашего товарища. Далее идем. Мохаммед Салах, еще один представитель Ливерпуля, тоже которого нет особо смысла вкачивать в пас. Зато есть смысл вкачивать в скорость, ускорение, умение атаковать и реализация. Вы сами видите это сейчас на своем экране. Статы охренительные. Да, плохая слабая нога, да, нет корпуса. При этом великолепный баланс, выносливость, тоже все в порядке, бегает замечательно. Физическая форма 2, то есть тоже стабильная, и тоже Салах ловит хорошие стрелки очень даже часто. Единственная, наверное, проблема, что он может играть без потери рейтинга только на позиции правого нападающего. На остальных позициях будет, к сожалению, терять. Ну и цена, конечно же, цена 1 100 000 все-таки на дороге не валяется. Да, для нас, мобильщиков, ну, такие себе деньги. Тем не менее, мне повезло, мне выпала его фиалка, она практически такая же. Если бы не это событие, то хрен бы я его себе купил, потому что у меня просто банально столько денег в 22-й части нет. Идем дальше. Дака, многие знают этого товарища. Аналогично, великолепнейший бегунок, выкачивается в скорости ускорения при относительно неплохом балансе тела и выносливости. Да, физическая форма 1, да, частота слабой ноги и точность 1-2. Но при этом и реализация есть, и умение атаковать есть. А главное, он стоит 29 тысяч всего. За 29 тысяч, я вам скажу, таки надо брать. Реально, парень не раз меня спасал и ни один матч мне вывозил. Играет он на центральном нападающем и правом нападающем. Имеет 10 навыков, при этом у него есть навык суперзамена. Вот как супер саба точно стоит его брать, он вам пригодится. 29 тысяч, реально копейки за такого игрока, и просто грех не отдать. Ну и само собой, корона, так сказать, на eFootball 22. Вчерашний обзор, в принципе, все сказал. Стоит ли мне еще что-то добавлять? Кильян Мбаппе, 1 000 000. Великолепная скорость ускорения, умение атаковать, реализация, пас отдать может, удержание есть, дриблинг есть, все хорошо, физическая форма 2, то есть тоже стабильная. Сейчас он еще и на буковке А, там вообще просто, он разрывает рандом к херам. Интересно, к eFootball можно применить слово рандом? Ну ладно, применю слово рандом. Обязательно он должен быть в вашем составе. Не разочарует вообще ни в каком варианте. Забивает, отдает, бежит, на дриблинге проходит защитников. Короче, киса, рыба, муака, 10 из 10, может быть 12 из 10 с мурашками на кончиках пальцев ног. Вот, в принципе, и все. Да, я не всеми игроками наиграл, вы сами понимаете, в 22-й части я просто, не могу их купить. У меня денег нет и фармить негде. Я далеко не всеми игроками поиграл. Но вот этих ребят стоит выделить, и я вам советую. Просто по-хорошему советую, чтобы когда вы с мобилки с 21 части переходили на 22-ю, эти игроки были у вас в составе, они перенеслись, вы получили на них контракты на 365 дней, наслаждались игрой, рвали рандом и получали от eFootball только положительные эмоции. На этом, ребят, буду заканчивать. Завтра или послезавтра будет еще один интересный видосик, уверен, вы его поддержите. Ссылочку на сайт, на котором я все это смотрю и все это раскидываю, оставляю в закрепленном комментарии. Ну а на этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.